лучше дебажить и вообще. Вот. Так что погнали. Идея с того, чтобы рассказать вам и пояснить, что мы на самом деле живем в интересное время, и нам, наверное, повезло, возможно, у других людей после нас и до нас. Ну, до нас у них было там промышленная революция, они там повеселились, Вторая мировая, то есть было тоже весело. Вот, у нас ситуация такая, что мы живем вот на как раз промежутке, когда были старые уклады технологии, там типа люди там бумажками обменивались, было все очень медленно, медленная коммуникация и все такое. А с другой стороны, какая-то часть населения, пускай 20%, да, тащит новые фичи, там айфоны, девайсы, стримы, конференции, Zoom, особенно те люди, которые дома сидят, вот прикиньте, как они сейчас прокачиваются, они там целый интернет возможностей. И с каждым днем у нас это как экспонента. То есть, если вы задумываетесь, в чем прикол, в том, как люди накапливали опыт. Да? То есть раньше как, они там пирамиду целую строили и писали там, ой, мы прожили год вот так, люди там зерно прям вот в камне выдалбливали или рисовали каким-нибудь мелком. То сейчас каждый пук там в Инстаграме, в Твиттере или еще что-то, он как бы остается там навечно. Вот. В интернетах, в бэкапах, в копиях и так далее. И это позволяет людям, ну, те, которые не всякую фигню постят, да, помогать человечеству накопить какой-то очень полезный опыт и какие-то знания. Эти знания прям сохраняются, даже если человек умрет, да, там в ближайшее будущее. А раньше ты там дожил до 30, умер, и все. И все, что ты там узнал, достиг, и все, и умерло вместе с тобой. Да, и люди там книжки переписывали, чтобы хоть как-то, от руки, да, тратили там всю жизнь, чтобы переписать там 5-10 книжек от руки, и вот у них была такая задача. Поэтому изменение происходит из-за того, что мы очень быстро накапливаем опыт, и он никуда не деется. И как бы там ученые в Калифорнии посидели толпой, изучили какую-нибудь фигню, опубликовали статью, и вы как бы вот скачали статью, прочитали, поняли, смогли реализовать какую-то новую штуку, новое устройство, новый девайс. И это очень популярная тема на самом деле. Вот. То есть технически мы живем в такой период, что если ты адаптируешься, ты молодец, ты как бы вот на волне можешь улететь в бесконечность. Если ты не хочешь адаптироваться и такой, нет, старый уклад, там все такое, я за стабильность, тогда, ну все, умри. Вот как бы дай дорогу тем, кто готов меняться. О чем тут надо задуматься? То, что если ты молодой, амбициозный и все такое, тебе надо подумать, например, про фронтенд, да, стоит ли тебе вообще им заниматься, потому что во фронтенде, наверное, это вот та часть, которая просто меняется каждый день. То есть сегодня там все делают вот так, завтра градиенты уже не интересно, теперь мы все делаем материал дизайн, потом понимаем, что материал дизайн очень дико лагает в вебе, перестаем делать материал дизайн, начинаем делать что-то другое, каждый день что-то новенькое. То есть если возьмете какой-нибудь веб-архив, есть такой сайт, который каждый там день копирует весь интернет, и там можно отслеживать эволюцию сайта. Да? То есть берете так 10 лет назад, бум, смотрите, там такой, приезжаете в какой-нибудь современный город а-ля Дубаев, вот, и смотрите местные сайты, и такой 2000-й. Вот, как бы вещи меняются. И если вы хотите меняться быстро, то фронтенд очень быстро меняется, скорее всего, у вас будет голова взрываться от того, как быстро. Вот. Для тех, кто не понимает, насколько все быстро и насколько там надо вот, адаптироваться, то есть целая книжка, которая называется «Крот, пот и пиксели». Не знаю, мне она... Ну ладно, «Кровь, пот и пиксели». Ну, короче, в книжке очень прям детально описана жизнь типичного разработчика. Вот. Она одинаковая, что в фронтенде, что в бэкенде, что в геймдеве. То есть она отличается от людей, которые ходят на фриланс или там сидят на каком-нибудь корпорации а-ля EPAM, которые там просто галера. Вот. Если... Тут не про галеры, тут про продукты. Вот. И продукты все одинаковые. Да? То есть целая книжка. А прям вот, не знаю, я читал, у меня прям слезы текли, такой типа вау, как вау, целую книжку написать. Короче, если вы дизайнер, или вы в душе дизайнер, да, это будет все про от разработчика к разработчикам. Я такой себе дизайнер. Так, это пропустим. Короче, суть в том, что на самом деле вы можете, так или иначе, люди скатываются к тому, что они живут в каком-то своем маленьком изолированном мире, потому что в полный мир или все то, что происходит, держать в голове невозможно, поэтому мы так или иначе пытаемся в какой-то там шаблончик все загнать. Все вот так или все вот так, все в какие-то крайности или в какой-то маленький мирок, в котором комфортно, в зоне безопасности. Вот. Но так или иначе, с помощью интернета нам постоянно кидают, вот там Маск, спутники, там еще что-нибудь. Вот, и открывают горизонты бесконечных каких-то возможностей, и в итоге смотрим, какие мы убогие, да? То есть у кого-то возможности, а мы такие вот бедненькие, несчастненькие. И в итоге, думая о великом, мы сидим грустим.
Но проблема в том, что данных очень много. И, как я говорил, данные потихонечку накапливаются, они накапливаются по экспоненте. То есть сейчас вот начинают за всеми людьми следить, трекать и так далее, собирать аналитику перемещений по городу. То есть как ее собирают, например, те же самокаты, это же хороший такой дата-майнинг, как люди перемещаются пешеходы, да? То есть смотря как самокат едет, где он тормозит, как он объезжает толпу, как вообще дорожки сделаны. То есть раньше это собирались такси, то есть метрики о светофорах, о движении там машин по городу. Сейчас самокатов собирают такую же аналитику о движении пешеходов. Да? Дальше, я думаю, просто начнут самих пешеходов собирать какую-нибудь данные, еще что-нибудь придумают. И в итоге мы будем знать, как люди перемещаются, как толпа себя ведет, как ее там еще больше фасовать. Ну, короче, ребята в милиции вообще будут рады. Вот. Любой митинг, любую толпу будет легко разогнать. Так вот, любые данные так или иначе состоят из того, что есть какая-то работа, есть какое-то состояние, есть какое-то вознаграждение, да? И вы вот так вот перемещаетесь. И это то же самое работает в программах, мы так или иначе описываем движение, процесс это всегда какое-то движение, то есть изменение какого-то состояния в лучшую или худшую сторону, да, то есть так работают нейронные сети, так работает все остальное. То есть мы как программисты просто этим управляем и это описываем в коде. Если грубо, то представление людей о результате было разным. Да? То есть раньше автопилот мы могли вот так представить, да? То есть это какой-то робот, который ведет обычную машину. Вот. Или это кофемашина, это робот, который обычной кофемашине наливает вам кофе. Сейчас вот появились эти машины, которые берут, обычную кофемашину и делают вам кофе, типа руки-манипуляторы. Но это все это тупо, да? То есть проще сделать машину, которая готовит кофе, чем робота, который пользуется обычной машиной, как показала практика. Ну и поэтому можно вот по фильмам отслеживать. Или вот такие вещи, да, то есть роботы, которые просто как люди, которые двигаются, да, в итоге мы видим Boston Dynamics, которые, там собаки бегают и, короче, намного эффективнее на 4 ногах, чем на 2 перемещаться. Вот. И так плавно мы переходим к пользовательскому опыту. То есть наше представление о продукте очень сильно отличается от итогового продукта. Это как автопилот отличается от реального автопилота, от автопилота с роботом, который ведет машину. Да? Представьте в самолете автопилот. Да? Садим целого робота из Boston Dynamics, который там самолетом рулит, такой типа «Привет, шеф!» такой, который еще на работу ходит и время там в джире логает, такой вот автопилот. Вот. Конечный результат, он всегда другой. Он намного более оптимизирован, и он служит тому, чтобы решать конкретную задачу максимально эффективным и дешевым способом. То есть мы решаем не самым дорогим способом, который вот легче всего представить, да, максимально тупой, да. Нам, если надо автопилот, автотакси, то нам нужен такой робот-таксист, который будет там таксовать, да, за нас в нашей обычной машине. Вот, в Uber вместо нас. Да? Идеально было. Мы даже считали с Игорем, что руки-манипуляторы, которые готовят кофе на обычном оборудовании для готовки кофе, окупаются за год. То есть технически как бы в этом есть смысл какой-то. Но итоговый продукт, который эффективный, он всегда другой. Вот. И давайте я расскажу про пользовательский опыт. Вот. Что это такое? То есть зачастую, когда мы занимаемся говносайтами, ну или продуктами, или работаем в конторах, которые рога и копыта, или в конторах с большими лейбами, мы скатываемся в какое-то маленькое представление о том, что же такое продукт и что же мы такое делаем. Вот, представьте IKEA, да? Вот. Вы пошли в IKEA и купили коробку. Вот, коробка. И потом пришли домой, это все еще пользовательский опыт, то есть вы сначала купили коробку, да? Вы пришли домой, вам дали инструкцию, отверточки, болтики, вот это вы все читаете, погружаетесь, изучаете, все зашибись, потом вы звоните в Икею, потому что нифига не поняли, спрашиваете, а что, как делать? Потом вы садитесь, пытаетесь собрать сами, потому что в Икее говорят, ну так мы же вам все дали, там почитайте инструкцию, там все написано. Вы садитесь собирать, вот, прошел день, вот, к вам приходит жена и говорит, какого черта, это все еще пользовательский опыт, это вот тот продукт, который мы делаем, как он им пользуется в реальном мире. Вы говорите, ну там есть инструкция, я по ней собираю, я уже звонил в Икею мне сказали, пользуйся инструкцией, я вот ее прочитал 5 раз, все еще пытаюсь собрать. На следующее утро жена приходит, приносит вам еду, вы уже там все опиты кофе, вы все еще собираете эту фигню, она получилась немножко не такой, как на инструкции, вы думаете, что вы тупой, вы начинаете ссориться с женой, вот.
Это все еще пользовательский опыт. Это тот сценарий, который должны разбирать в Икее. Вот они должны тренинги проводить по пользовательскому опыту, чтобы правильно. Ну, короче, вы ссоритесь с женой, она говорит, да ты дебил, да каждый дурак может по инструкции собрать. Вы говорите, нет, и, короче, вы ссоритесь, она идет нахер. Вот, вы продолжаете собирать свою полку, но вы не выдерживаете, ваши нервы сдают. Вы решаете, что нахер эту полку, нахер так жить. Вот. В итоге приезжает за вами скорая, грузит вас в груз... Вы сначала собрали. О, отличная полка. Да, вас загружают в какой-то условный, ну, это больше похоже на кибертрек, ну, короче, вас загружают в какую-то машину, вас везут на кладбище, чувак читает инструкцию, как дособирать, короче, гробы из вашей полки. Он, короче, звонит в Икею и спрашивает, что за фигня, вот инструкция непонятная. В итоге кое-как он вас туда засовывает, приезжает чувак, который звонит в Икею, говорит, ну, я купил, короче, крест, вот, я не знаю, как его собрать, там нужны какие-то болты, в итоге он кое-как собирает этот крест. Вот это пользовательский опыт, он намного больше немножко, чем сам продукт, то есть, если вы продаете коробку, то вы должны понимать, что происходит вне этой коробки до самого конца, и конец может быть любой. То есть, по сути, вот этим должны заниматься вот эти продажники, ресерчеры и толпа людей, которые, по сути, мы условно как разработчики считаем, что ни хера не делают. Такие ходят там в рубашках, такие, ну, что-то там обсуждают, ну, пользы ноль. Но в итоге они пытаются понять, как же на самом деле люди пользуются, если людей много, да, и все разные. И это очень важно. И вот вопрос, что же такое продукт для Икеи, это вот это то, что вы покупаете в магазине, сам магазин или все, что происходит вне магазина. Или все сразу? Вот. Это такой вопрос на подумать. И то же самое с сайтом, да, вы сделали какой-то сайт, как им пользуются в реальной жизни, да, они пользуются с телефона, с телевизора, а если у вас в метрике не показано, что у вас 0 пользователей с телефона и с телевизора, это значит, что ваш продукт не интересен на телефоне или телевизоре, или это значит, что ваш продукт настолько убог, что им невозможно пользоваться на телефоне и телевизоре, и поэтому им там никто не пользуется? Как узнать? Таких фугов вышли. Ну, примерно так. А возможно, просто никакая поисковая система не выдает, потому что она изначально решила, что у вас продукт говно на этих устройствах, и просто никто о нем не знает, что он есть там. И это очень тяжело понять, это очень тяжело изучить. И вот, его величество продукт. Продукт, он состоит как бы из нескольких частей. Ну, смотрите, то есть есть некий бизнес, вот, который условно, вот, если посмотреть на Игоря, вот, условный бизнес с бородой, вот, иногда ходит в рубашках, вот. Есть некие пользователи этого продукта. По сути, Игорь продает условный сайт какому-то там пользователю. И зачем? Чтобы получить с него какие-то денежки. То есть, так или иначе, любой бизнес нацелен на прибыль. То есть, если вы строите бизнес, и он у вас убыточный, то, наверное, вы херово строите бизнес, и это не бизнес. Это, наверное, какое-то волонтерство, меценатство, но это точно не бизнес. И так как мы все-таки в IT, еще важный фактор – это технология. То есть это то, как мы это делаем. То есть мы делаем это палками-копалками, как в старые добрые времена, или мы пытаемся что-то где-то сэкономить и заиспользовать максимально дешевый новый инструмент, максимально дешевый новый фреймворк, который максимально с меньшими усилиями позволяет сделать продукт либо такой же, либо лучше, чем у конкурентов. Вот, то есть нам важна еще экономия. И дальше мы скатываемся к тому, как это выглядит, как это себя ведет, есть ли там какой-то искусственный интеллект, который делает это лучше. Но обычно, ну, все говорят Data Science, искусственный интеллект, все такое. А если вы проведете аналитику всех продуктов с искусственным интеллектом, то искусственного интеллекта там, ну, хорошо, если 2% от всего продукта или там 4%, даже если они там очень громко кричат, что у нас там все на искусственном интеллекте, это как фича, да, как не знаю, как какой-то чекбоксик где-то там в углу висит, вот это искусственный интеллект в большинстве продуктов. Вот. Ну и все это вместе позволяет оценить вот этот пользовательский опыт. Это продукт, он все-таки решает проблему. Это как сайт стоматологов, да? Как вы, насколько он вам нужен, да? То есть крутой сайт стоматологов. Или вам нужно, когда у вас заболели зубы, написать в интернете сайт стоматологов, позвонить ближайшему, лучшему и качественному, и чтобы вам сразу выдало, типа, вот, нажал, позвонил и решил проблему. То есть, возможно, этот пользовательский опыт для стоматологов лучше, чем там какой-то медиапортал, Joomla, WordPress, куча всего, информация, какие они молодцы. Ну, каждая собака сама себя хвалит, вот. Ой. Ну,
Короче, у меня была веселая история про Яндекс.Еду. Вот. Мне очень нравятся эти ребята, которые носят. Ну, не знаю, но они выглядят как миньоны. Ну, ладно, зелеными рюкзаками они тоже прикольно выглядят. Death Stranding. Да, ну, суть в том, что эти ребята максимально неэффективны, да, то есть мы такие вот эволюционировали 2000 лет как минимум, вот, пытались перейти от чего-то такого, в итоге у нас люди носят еду, да, то есть как бы 2К20, а люди носят еду, не роботы, не такси, никакие. Ну куда их девать? Максимально эффективное использование людей, да, то есть миллионы лет эволюции, чтобы мозг стал большим, привели людей к тому, чтобы положить еду в контейнер и занести ногами. Промышленная революция. Промышленная революция. Вот это все, что нам рассказывали в школах, учебниках, все ради этого. Вот. Нет. Ну и в какой-то момент у меня была вот мега идея с Игорем запилить свою Яндекс.Еду, которая была бы вот лучше, потому что у них был сайт мобильный и было мобильное приложение. И мобильный сайт выглядел в миллион раз хуже мобильного приложения. Хотя я точно знаю, что мобильное приложение запилено на React Native, и им бы никакого труда не составило поддерживать одинаково и мобильное, и React Native приложение, чтобы выглядели, блядь, одинаково хотя бы. То есть ты заходишь на один сайт, видишь одно, заходишь на другой, видишь другое, такой... Это же Яндекс, у них куча вот этих ребят, которые еду носят, да? Может, из них есть толковые, которые HTML, да? Ну, и в какой-то момент мы решили, что это легко сделать, то есть я вот про продукт все еще рассказываю. И пришли к тому, что, ну, блин, а что такое? Напилить мобильное приложение? Ну, окей, неделя, да? То есть, условно, как Яндекс.Еда, один в один, да? Вот мы взяли такое же. Ну, неделя. С какими-нибудь там данными, ну, 2 недели. Мы пришли в условный какой-нибудь большой общепит и рассчитывали, что там все такие типа компьютеры, везде тыкают, там созвоны, колбеки, бла-бла. А в итоге большинство заведений, оно вот так работает, то есть они нифига не технологичные. Там ребята хорошо, если у них есть телефон нормальный, да, современный, не Android 2.0 там какой-нибудь такой, который там иногда кликается. Вот, и ты приходишь и говоришь: воу, чуваки, технологии. Они говорят: иди нахер. Ну, примерно так, да? Вот. А потом ты думаешь: ну ладно, эти ребята тупые, вот, пойдем к ребятам, у которых большое заведение, вот, у которых все технологично. Приходишь вот к таким ребятам, у которых прям кухня, они такие, у них даже мониторы могут быть какие-то, по которым они там собирают какими-то заказами. И ты сталкиваешься, что есть еще, блядь, официант, вот, который носит еду. Опять этот человек, который носит еду. И автоматизировать официанта вот прям нифига не просто. Вот мы попробовали, потратили год, вот, пытаясь автоматизировать официанта, очень долго разговаривая, как правильно это сделать. И это оказалось такое 10-этажное многошаговое приложение, вот, которое с официантом. А я вот передумал, да, вот. Я вот хотел, но вот хочу то же самое, как у вас в меню, но только с перчиком. И ты такой: блядь. То есть, когда ты работаешь с бургерами или шаурмичками, которые вот ты не можешь в шаурмичку там типа, а давайте мы в шаурмичку, вот только вообще не шаурмичку, а чтобы пицца была вот. Развернем ее. Да, давайте развернем, да. Вот такое ты не можешь. Но вот с официантом ты как бы можешь долго там дискутировать и прийти к какому-то непонятному блюду. Он тебе плюнет, но и развернем. Да, особенно в больших заведениях под тебя могут попытаться подстроиться и что-то переделать. И, короче, это, блядь, косяк, вот, который приводит к такой примерно схеме. То есть вы хотите сдать хороший сервис, удобный, понятный и доступный, но по низкой цене. И тогда вы скатываетесь к тому, что, возможно, ее качество галимое, или функционала будет совсем, ну, капелька, да? То есть одна кнопка там, но зато по низкой цене. Никаких вариантов развития событий, типа шаурмичку в пиццу превратим, ничего такого, но тогда будет быстро и дешево. Либо к вам приходят и говорят: мы хотим Facebook, вот мне пару раз так говорили, но только у нас бюджета, как на тильдовский сайт, вот. Но как Facebook, чтобы все там... И вы опять же думаете, это вообще попадает, вот его запрос по качеству в набор тех технологий, которыми это можно сделать. И вот еще одна такая маленькая история. Как-то начали делать админку такую, чтобы вот прям круче, чем у WordPress была. Делали, но из расчета того, что этим будут пользоваться на стационарном компе с большим экраном, как минимум, да, такое, чтобы там много всего влезло. Вот. Потом нам как-то Игорь прибегает и говорит: ну, у них бюджет есть не на стационарный комп, а на планшет. Вот. Ну, мы такие: блин, ну планшет, хрен с ним, Apple там нормально тянет, можно эту админку, не вырезая функционал, с огромными рендерерами этих форм 10-этажных с графиками,
засунуть в Apple планшет, да, вот. Но потом он прибегает и говорит, ну, у них есть $200 на девайс, вот, и это нифига не Apple, это Android, и который дешевый, у которого оперативной памяти нет, да, то есть ему, чтобы что-то новое нарисовать, надо все остальное из памяти выгрузить. Ну, и ты нажмешь что-то и смотришь, как оно так вот рисуется по слоям. И ты понимаешь, что окей, ну, ужимаешься, занимаешься оптимизацией, это все начинает кое-как работать, а потом Игорь прибегает и говорит, мол, дружочки-пирожочки, ну, короче, они подумали, вообще у них нет бюджета на девайсы, устройство мобильное, ну, типа, похоже же на планшет, ну, мы же уже с большого как-то до планшета доужимали, давайте еще немножко ужмем. И ты понимаешь, что у тебя работы стало еще в 3 раза больше, чтобы вот этот маленький гап от планшета преодолеть и сделать под ну, телефон. Вот. Это когда ты делаешь не mobile first, да, не заботишься о... А потом ты понимаешь, интернет нестабильный, у тебя какое-то приложение по 4 мегабайта весит. Ну, оно у нас изначально 25 мегабайт весило. Вот, потому что там было много криптографии, всякой такой фигни. Вот. Ну, мы, короче, с трудом ужали это в итоге там в 300 килобайт, но это мы потратили там еще N месяцев, да. И по итогу мы заметили, что, в принципе, если вы пытаетесь охватить огромный рынок, типа в мире половина людей пользуются телефонами, да, но никто ж не говорит какими, да, вот, большинство пользуются Apple, везде топовые девайсы, и у вас топовый девайс, вы там разрабатываете, тестируете, вроде бы все норм, но у реальных пользователей полное говно, а не устройство, и, возможно, очень отстойный интернет, и, возможно, вам не нужны все пользователи, и, возможно, ваш рынок совсем там малый, и вы будете рады там 10 тысяч пользователям, и вам выше крыши, и вы можете им сказать, купите, блядь, такой девайс. Если вы в таком случае, возможно, вам надо не вкладываться в оптимизации, и все, что говорят на конференциях, мол, давайте оптимизировать, давайте там чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, как в корпорации, да? В корпорации, чтобы вы знали, в Фейсбуке 6 тысяч дизайнеров сидит, которые рисуют Facebook. Он как был говном, так он и остался говном. Он не стал лучше, вот. Он не эволюционирует как продукт. Что, реально 6 тысяч? Да, реально 6 тысяч дизайнеров, UX-экспертов и всего такого. Вот. Они вместе решают, как это сделать. Представляешь, какие у них там созвоны? А давайте поменяем логотип. Он был квадратным, сделаем круглым. Сколько им надо ресурсов, сколько людей на это потребуется. Вот. Это все неинтересно. Но и по итогу мы приходим к тому, что вы еще должны понимать, для кого вы делаете продукт, да, то есть если вы делаете для Северной Кореи, то вам вообще должно быть наплевать на размер вообще вашего сайта, он может там и 100 мегабайт весить, потому что у всех 5G уже давным-давно. Северная Корея, я думаю, наоборот. Южный, да, вот, для Южной Кореи. Там тоже не важно. И им 5,45 делаешь калибр. им наплевать, у них в среднем 50 мегабит в городе у каждого жителя, вот. То есть вы там любой объем сайта в них кидаете, даже не оптимизируя ничего, ни картинки, ни видосы, все вот прям как есть. И все довольны, вот. Вы делаете под убогую, там, не знаю, Латвию, вот, ну, блин, оптимизируйте. Вы делаете под Нигерию, ну, учитывайте, что там, наверное, сайт надо делать вообще без современного HTML, без современных картинок, возможно, черно-белый сайт, вот. Ну, то есть, понимаете, да? Еще надо понимать, для кого вы делаете и где это будет использоваться. Ну, как бы можно было бы поговорить про отзывчивость, про то, как надо все оптимизировать, пиксели, дюймы, оптимизации, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Вот. А теперь давайте поговорим про отладку. Почему это интересно и важно. Маленькая ссылочка. Я почему про это все рассказывал? Я рассказывал с той целью, чтобы вы понимали, что продукт это немножко больше, чем ну, та задача, которую вы решаете. И, возможно, в целом продукт он намного интереснее, его можно как-то еще думать, куда как засунуть и как его улучшить. Да? То есть, ну, потому что, ну, если вы понимаете, зачем и для кого вы делаете, вы можете сделать намного лучше и избежать каких-то тупых задач и косяков. А для этого, если вы фронтенд разработчик, вы должны знать, что такое Chrome, вот, возможно, Firefox, и что в нем есть расширение, у него есть фичи, да, вот прям сайт, так, секундочку, а как мне на телек-то его отправить? Ладно, буду в маленьком, все еще не видно, а какой у меня экран открыт? Не могу понять. Мы тут еще ведем трансляцию на телек. Давайте
Давайте так. Вот. Pew. Короче, есть Chrome, и у него есть возможности, которые называются фичи. И вы, как ответственный разработчик, немножко должны работать, ну, знаете, как товарищ на заводе, у него есть станок, и вы должны знать, как он работает. Вот. У вас есть два инструмента основные для веб-разработчика. Это Google Chrome и Visual Code. Я объясню, почему Visual Code, а не всякие другие редакторы, и в чем разница между ними. Немножко попозже. Но давайте начнем с Chrome, чтобы интереснее было. Вот. У него есть фичи, которые называются Productivity. И нам они должны быть мега интересны. Мы должны... Да, отстань. Вот. Мы должны немножко их иногда отслеживать. Есть такой товарищ, Эдди Османи. Вот. Вы можете на него везде подписаться, где-нибудь, где вы сидите, и отслеживать то, что он публикует. Он технически публикует все, что в Chrome нового выходит, какие-то штучки, дрючки, которые могут вам оптимизировать, и новые возможности браузеров, которые очень важны. Зачем это нужно? Ну, потому что если вы плохо пользуетесь, с которыми вам нужно работать, или вы не знаете всех их возможностей, то, возможно, вы будете решать проблему, ну, как знаете, вот у вас есть задача забить гвоздь, и вы берете кувалду и такие, типа, на! Ну, типа, технически забили гвоздь, вот, но, возможно, вы приложили слишком много усилий. Возможно, автоматический молоток, который просто сам, как нужно, там, идеально забил гвоздь, подойдет вам лучше в данном случае. Вот это вот о задачах. Вообще есть всякие расширения, я не буду останавливаться, но мне тут просто нравилось, раньше у них были гифки, которые показывали, как фича работает, а сейчас они, походу, их подвыпилили. Давай Explore. И чё? Ну, короче, Google сговнился, короче, скатились в УГ. Да, превратились еще хуже, чем Facebook. Вот. Facebook хотя бы что-то полезное делает сейчас людям, какой-то React, да, никому не нужный. Вот, ну что у нас тут есть? У нас есть несколько вкладок, которыми вы должны пользоваться как боги. То есть у нас есть Elements, вот, который для работы с элементами. Тут есть несколько фичей, на которые нужно обратить внимание. Это, короче, for state, да, вы можете конкретному элементу какое-то состояние проставить. И break on, да, например, sub-tree modification. Зачем это нужно? Например, у вас какая-то фигня вот типа такой выпрыгивает, и вы ее не можете отловить, да, какое-то состояние элемента что-то там меняется при ховере, там, при клике, при еще чем-то, и оно неправильное, не такое, как вам нужно. Конечно, вы можете кликать каждый раз, пытаться его так отловить, и потом в консольке что-то там вывести, что как оно там. Можете поставить sub-tree modification, вот просто в доме. Например, ну тут у вас есть два, да, на sub-tree modification, когда внутри этого элемента что-то меняется. И на node removal и какие-то атрибуты изменения. Да? То есть, если вы там drag-and-дропаете что-то, это вот тот вариант, когда стили меняются, какие-то всякие штуки просетываются. И node removal — это когда этот элемент удаляется. Вы можете отловить и посмотреть, что с ним происходит. Ну, короче, при вставке, при удалении вы можете это отловить и посмотреть, что в каком состоянии находится за счет остальных вкладок. Да? То есть, просто паузу сделать в приложении и получить, например, HTML этого элемента, стиль этого элемента, который выпрыгивает, всплывает, улетает куда-то. На абсолютно где-то висит недостижимым образом. Через тег before там что-то куда-то вставляется. Это одна из важных частей. Вот. Есть еще вещи, которые мне очень нравятся. То, что тут можно вот прям менять код. Я этим зачастую часто пользуюсь. Особенно если надо какой-то там класс, айдишник повесить. Это классно. Что еще интересного? Когда мы здесь находимся, тут есть вот эта вот строка, которая подсвечивает нам как их элементы, теги, айдишники. По сути, она позволяет нам сделать вот такое, типа copy-paste. Да? Вот, у нас есть копии, тут есть styles и так далее, чтобы мы могли работать, например, типа в jQuery. Да? В Chrome встроен jQuery. Ой, не то скопировал. Вот. Тут встроен... Ой, видите, он наш Document Query Selector научился делать.
Вот, и мы можем уже здесь поработать с этим элементом или завести в константу, например, const x равно вот эта вот херня, и потом с x что-то делать, да, и смотреть какие-то свойства, какие-то там, что-то выставляется дополнительное или делается дополнительные вещи. Все, что на текущий момент, мне кажется, важно знать про JavaScript, оно заключается в том, что вы должны неплохо разбираться в query-селекторе, понимать, что это сильно отличается от старого способа работы с домом, который называется document getElement by ID, document getElement by class name и так далее. Кто знает, чем они отличаются? Чем отличается document getElement by class name от query-селектора? Query-селектор all или просто query-селектор? А неважно. Query-селектор уже первый попавшийся выхватывает. Ну, query-селектор выхватывает первый попавшийся, query-селектор all выхватывает массив, ну, по совпадению. Но чем они отличаются от getElement by ID или by class name? By class name он выцепит все, на кого класс упал. Тоже по фильтру. А чем отличается? Этот вопрос я не могу дать. Все, собеседование не прошел, двойка тебе за собеседование. Верстальщиком точно не буду, да? Да, верстальщиком тебе уже не стать, тебе только остается идти в бэкэнд и, короче, заниматься... Идите так с другими, да? Да, и занимайся своими докерами, не лезь к нам во фронтенд. Короче, есть сильное отличие. Query Selector и Query Selector All работают закэшированной версией дома. То есть, если вы будете динамически меняться дом, атрибуты и прочее, эти штуки не будут пересобираться. То есть, by class name вернет тебе реальный элемент, который на текущий момент находится в доме, ссылку на него, в JS-отображении. Короче, JS-дом вернет, который там в реал-тайме. То есть, получается, активная версия будет через класс name либо getElement. Да. А это вернете закэшированную версию, и поэтому она работает быстрее. То есть, и если у вас нода сильно меняется, вам нужны прям такие прям реагирования на реальное изменение элемента в доме, то это getElement by class name или by ID, но точно не query селекторы, потому что они работают с кэшированной версией. По сути, это как React DOM, да, то есть кэшик. Но иногда это очень важно, на самом деле. Вот. Все, что надо знать про современный фронтенд, лежит в теге document, да, то есть, ну, как бы тут не очень много. Из интересного event listener. Это event listener, remove event listener. Это позволяет решать, неважно на каком вы фреймворке пишете, какие-то трики, задачи, когда вам не нужны там какие-то, не знаю, местные там системы перерисовки, а вам нужны прям реактивные влияния. И также есть еще class name и атрибуты. Все. Вот это вот, если вы это знаете, вы знаете HTML. Вот. Но, опять же, тут есть рендеринги. Да, можно посмотреть, как это, рисуется страничка, где что перерисовывается. Это если вы захотите лучше разобраться, как ваша штучка влияет на перерисовывание. Также есть всякие FPS-метрики. Очень сложно держать FPS в районе 60. Ну, это как в игре, да. То есть, на самом деле, у нас же экран постоянно перерисовывается на ноутбуке, да. Все знают, да, FPS, он постоянно просто всегда фигачит и всегда рисует. И когда мы работаем с браузером, ему приходится перерисовывать окно, потому что так или иначе это набор слоев, как слоеный пирог, и ему постоянно приходится его перерисовывать, постоянно пересчитывать, где что лежит, когда мы скроллим, когда еще что-то. И если у нас есть блокировки скролла, например, какой-то вот мы скроллим, и тут куча каких-то операций, event-листенеров, какая-то математика сложная, вот, ну не знаю, не математика, не знаю, мы на сервер стучим при скролле, вот. И дожидаемся, когда вернется респонс через await, да, и мы блокируем там. У нас будет дергаться скролл, у нас будет так чик-чик, потом телепорт куда-то, еще что-то. И у нас нет не так много инструментов, но их прям достаточно. То есть мы можем это все отладить здесь и прям реально посмотреть, где просадки. Да? То есть мы можем также записывать дамп через всякие там, есть возможности записывать. Есть также анимации. Вот с анимациями очень клевая фича. Ее раньше не было, и было очень сложно с анимациями работать. Технически, если у нас была бы тут какая-то анимация, мы могли бы ее записать, и потом покадрово посмотреть, как она рисуется, и какой-то там момент что-то где-то поменять, подвинуть, там, перевернуть. Это прям клево. Всякие перформанс-штуки, да, то есть мы можем прям в режиме реального времени, а мы помним, что у нас просто браузер так или иначе будет постоянно рисовать,
отдавать ту картинку, которую он один раз нарисовал и не будет ее пересчитывать, либо он просто будет каждый раз пересчитывать на ховер, за движением курсора. Движение курсора, между прочим, это глобальное событие вашей операционной системы, а не встроенное в браузер. То есть браузер просто отслеживает курсор относительно операционной системы, потом высчитывает относительно фрейма, в котором он рисует, и только потом вы получаете событие. Да? То есть так или иначе это операционная система управляет курсором. Вот. Также есть некие сенсоры, если вы вдруг делаете что-то там для телефона, опять же, очень прикольно, можно вращать, если вам лениво подключать телефон и дебажить на телефоне. Вот. Опять же, коверейджи, вот, и так далее. Это все маленькие штучки, которыми надо пользоваться. Я не знаю, я этим почти никогда не пользуюсь, только консолькой. Вот. Частенько пишу здесь код, особенно когда ставишь брейкпоинт где-нибудь в сорсах, и здесь работаешь с тем объектом, который доступен в контексте. Одной из важных вещей, которыми я замечаю, что многие сейчас не пользуются, является call stack. Вот. Он очень сильно помогает вам пробежаться вниз, особенно в JavaScript по дому, и понять, кто же, сделал вот эту какашку, событие, кинул ошибку куда-нибудь там. И по call stack, так как он не все показывает, самое нормально перемещаться только брейкпоинтами, поставили на уровень выше, отловили там, ну и потихонечку поднимаетесь вверх. То есть снизу вверх. Также можно посмотреть, кто и сколько всего подписалось на какие события. И опять же можете неплохо отследить это все. И также можете отследить реквесты и прочее. Это очень важная штука, особенно в Watch. Когда вам надо по какому-то условию, например, x равен там 5, да? То есть вы написали условие какой-то переменной, сидите, она вам брейкпоинт кидает на условие. Это удобно просто. И этим надо пользоваться и не бояться прописывать здесь. Конечно, можно прокликивать, чтобы там условие сошлось, а потом по брейкпоинту каждый раз скипать его и сидеть, мол... Но можно написать условие, чтобы вам просто в конкретный нужный момент вам вывалилось. То есть всегда работайте с тем состоянием, которое вам нужно отследить, и всегда ставьте такие брейкпоинты с условиями. Это прям сильно-сильно упрощает жизнь. Вот. Экстеншены, хорошо. Network тоже очень важно. Используйте и помните, что тут кроме all есть еще вот куча вкладок, которые позволяют вам отсортировать тот сорс, который вам интересен. Например, XShare это для всего, что через пост и так далее идет на сервер, без гетов. Вот. Фонты, доки, веб-сокеты и так далее. Это очень-очень упрощает. И тут появляется потихоньку больше инструментов. Раньше нельзя было сервис-воркерами работать, веб-воркерами и так далее. Но потихонечку это привозят и становится все лучше и лучше. Перформанс, я не знаю. Я никогда не пользовался перформансом и не сильно эксперт по перформансам. Но... Меня в варгейминге взъебали за то, что я не пользуюсь перформансом. Как ты не пользуешься перформансом? Ну, тебя вообще никуда бы не взяли. Ты никому не говори. Всем говори, я пользуюсь, но он очень сложный. Вот. Memory очень важно, особенно если вы работаете со всякими реактами и прочими, вы можете отследить его. Ну, короче, оперативка, если вы работаете особенно и рассчитываете, что сайт будет на мобилках использоваться, ну, работайте с memory. То есть, чем больше у вас всего в memory висит, тем быстрее разряжается устройство, так или иначе. Да? То есть, чем меньше используете memory, тем лучше. Поэтому в Гугле они не используют React. Вот. Одной из таких причин. Они используют Angular или еще что-то, что максимально мало ждет оперативки и максимально без Virtual DOM работает. Но это потому, что у Гугла есть одна из задач поддерживать устройства в Индии и в Африке, чтобы они тоже неплохо работали. А там прям плохой интернет, прям плохие устройства. И если бы они использовали, как мы там любим, в реактике, там use memo, use callback, еще что-нибудь в memo, еще что-нибудь в callback, и там бесконечно эти callback и memo, то, скорее всего, у ребят в Индии телефоны бы умирали за час, за полчаса использования таких продуктов. Ну, как бы одна из причин. Также вот есть application, с которым прям все должны разобраться, как работать. Вот. И помните, что есть бэкграунд-сервисы, и появляются такие штуки, как Payment API и так далее. И с этим всем, как минимум, надо один раз посидеть и все прокликать, все везде посмотреть, чтобы хотя бы понимать возможности. Вам не надо быть экспертом в этом, но вы должны просто знать, что такое есть, чтобы если вдруг у вас будет похожая проблема, чтобы к вам пришла мысль, как это можно решить, и вы тогда углубитесь и хорошо разберетесь. Да? И я люблю сначала инструмент изучить вообще все возможности. Знаете, как купили там набор отверток, каждую отвертку покрутил, посмотрел, какие они бывают,
чтобы когда вам надо будет конкретное там что-нибудь открутить, вы такие, ну есть же такая отвертка. Не пытаться там любой отверткой открутить, потому что, как бы одна единственная для всех случаев жизни. Вот. Потому что я замечаю, что большинство использует консоль логи и больше ничем не пользуется. Как ничего не изменилось, там было 20 лет назад консоль логи, сейчас просто консоль логи, на бэкэнде консоль логи, везде консоль логи, никто не использует никакие инструменты. Вот, это первая часть маризонского балета, и это не самый лучший способ дебажить. Так? Это неплохой способ дебажить, но он не самый лучший. Вот, давайте поговорим про самый лучший. Вот. Самый лучший у меня вот на этом слайде с очень маленькой ссылочкой, нано-ссылочкой. Вот, и вот так, пум, тык. Хороший способ дебага – использовать какой-то либо IDE-шку, либо еще что-нибудь. Я реально полюбил Visual Code. Раньше он был полным говном, но он потихонечку начинает неплохо рендериться. Да? То есть у меня до этого был большой такой экспириенс работы там Visual Studio, которая там классическая Visual Studio, в которой был просто великолепнейший тулинг для отладки, просто вот с максимальными стеками, максимальными подробными описаниями, что, где, как лежит, и вы могли там просто вот не отходя от кассы, вот любую проблему решить. Да? И с JavaScript было очень хороший, красиво, и везде все было понятно. Потом я очень долго сидел в WebStorm, и было полное говно. Вот. Максимально мало всего он подсказывал, вот, но зато была кнопочка для любого решения проблемы. Ты такой тыкаешь какую-то кнопочку, какую-нибудь маленькую иконочку, какую-нибудь там где-нибудь в уголочке, какую-то цветную. И с одной стороны мне нравилось, что для всего есть кнопочка. Вот. И я как-то пытался во всех этих кнопочках разобраться и просто понял, что там как-то их слишком много. Да? То есть, так как мы все-таки люди, которые вот недавно перешли от палок к палок, мы не так много информации можем в голове одномоментно держать и запомнить все, что есть в Visual, в WebStorm каком-нибудь, очень сложно. Но он решает все проблемы. И вы такие, если не смогли там какую-то кнопочку нажать, вы считаете, что проблема нерешабельна. Да, вы такие, значит, нет, это невозможно решить. Вот, начинаете искать какой-нибудь плагин, не находите плагин, и такие, все, это вообще никак не решить. Вот, потом я пересел на Sublime, и там было ничего. Вот, ты такой, почему я пересел на Sublime? Потому что у меня как-то сгорела видюха в Маке, вот, и мне надо было срочно, очень срочно запустить все то же самое на винде, потому что у меня был запасной виндовый комп, такой древнючий. WebStorm сказал, лицензию ты не хочешь там ввести? Я такой, А все на том было, которым сгорела видюха, из которого уже пока ничего в ближайшее время не достать. И как бы самый быстрый способ просто скачать Sublime, быстро в нем разобраться и как-то начать дальше что-то там коммитить, потому что как бы никто не будет ждать, пока там неделю будешь решать проблему или кто-нибудь тебе новую видюху впаяет. И... Notepad++. Notepad++ хорош, но это просто блокнот. Со всеми ограничениями блокнота. Sublime тоже практически блокнот. Sublime блокнот, но в нем была такая клевая штука, что вы могли как бы... Когда Visual в WebStorm и прочем, вы должны были запомнить, какую кнопочку тыкнуть. А в Sublime тебе надо было просто запомнить одну комбинацию. Вот. А в Sublime надо было запомнить одну штуку, что вы могли всегда вызвать командную строку, по сути, как во всех командных строках, и просто написать, что тебе нужно. Ты нажимаешь клавишу и говоришь, мне нужно перейти в эту страничку, и переходишь. Да? И когда ты проникаешься тем, что ты все можешь найти, нагуглить через, по сути, какой-то внутренний поиск, то, что в Visual Studio Code это Ctrl-Command-P и тильда. Не тильда, а стрелочка. Вываливается набор команд, и ты просто пишешь такой, типа, поменять вот здесь, рефакторинг, там еще что-то, и на любое действие, на любой плагин у тебя просто есть текстовое, описание. Вот. И там еще иногда комбинация клавиш подсвечивается, чтобы тебе вот максимально удобно было. А Visual в WebStorm тебе говорили, нажми кнопочку. И ты такой, мне нужно миллиард кнопочек вот для всего, чтобы вот так вот тыкать. И вот эта вот работа с курсором, она реально очень медленная. Если задуматься, то это очень сильно вас затормаживает. И вторая проблема, то что набор внутренних фичей запоминабельный, и вам нужен еще плагин какой-нибудь, который подсказывает, для этой фичи есть такая комбинация, ты пытаешься все эти комбинации запомнить, и где-то через год ты уже гуру комбинаций. Но в Sublime вам не надо их все знать, да? Вам надо знать просто базовые инструменты. А потом через плагины ты тюнишь, и в итоге получаешь конкретный инструмент для решения конкретной проблемы.
Но и с другой стороны, ты понимаешь, что плагины есть почти для всего, а для чего нету, вы можете сами написать, потому что вы примерно понимаете, насколько это несложно. Есть примеры исходников этих плагинов, и они все понятны. Когда в WebStorm это все Java, и ты такой, бля, со всеми ограничениями Java. Да? Но в Sublime нельзя было нормально работать с домом. То есть, так как веб-разработка и в современном мире нужно уметь дебажить. И дебажить не только на локальном компе, а со своего бука на компе друга, который сидит где-нибудь там в Жапосранске. Особенно теперь, когда у нас есть вот эта вот проблема с тем, что все дома сидят и все в каких-то там разных уголках планеты. И вторая проблема, что иногда надо дебажить сервер. И сервер тоже надо дебажить удаленно. Я видел, как люди классно дебажат через Vim, и там как-то что-то там работают через Vim, через консольку, через терминал. Это все как бы круто, но это как бы попахивает олдскулом, да, каким-то пианином вот, попахивает, когда надо быть пианистом, чтобы всем этим пользоваться. Вот. А дебажить Node.js удаленно иногда нужно. И ты хочешь дебажить тем инструментом, к которому ты привык. Со всеми режимами отладок, колл-стеками и прочей херней. Прошу прощения, у меня есть вопрос, могу ли я его задать? Давай. Даже сказал бы так, наблюдение, эскиз к наблюдению. Давай, задают эскиз к наблюдению. Я подытожил все, что вы сказали, и могу сделать вывод, что это хорошая идея для стартапа многомиллионного. Нет, так это хорошая идея для стартапа многомиллионного, реализована Microsoft. Вот. Как бы, ты можешь как бы форкнуть его на гитхабе и допилить свою многомиллионную идею. Пожалуйста, подсказать веточку. Вот. Но появился Microsoft, и они вот взяли Atom, ну там редактор был Atom, который убогий был. Ну он как бы лагал на электроне, такой типа... «Ах». И в чем проблема была Atom? Потому что очень много вещей было реализовано нативными вебовскими по вебовским best practices вещами, типа там веб-компоненты, root, shadow root и прочее. И оказалось, что JavaScript очень плохо работает, когда очень много нод, да? То есть вы кидаете 10 тысяч нод во вложенность, там, div в div и так 10 тысяч раз. Или там 1000, в зависимости от вашего устройства. И как бы браузер начинает очень херово перерисовывать что-либо. Вот. И независимо от того, насколько у вас с железом, браузер не так хорошо использует вашу видюху. Да? И поэтому потихонечку все перебралось в Canvas. Вот все то же самое, только через Canvas. Прорисовка фреймов без дерева. И Microsoft начал очень сильно оптимизировать эту всю фигню. И сейчас Visual Code это как best solution по оптимизации вообще фронтенда. Но под капотом все равно а-ля Electron, а-ля все плюшки, которые появляются в браузере, так или иначе доступны в вашем Visual Code. Потому что он как браузер, да, он максимально близок к этому всему. Все остальные штуки, ну, например, я вот думаю, у меня есть гипотеза, что в WebStorm они используют а-ля WebDriver или используют Debug API, чтобы коннектиться к браузеру, а не напрямую сам браузер, который, все рисует в себе. Да? То есть, когда вы работаете в браузере, таком же, как в Chrome, да? Но только в нормальной обвеске, с вашими source-мапами и правильным исходным кодом, и с правильными ссылками, это намного удобнее. И поэтому я плюнул и перелез в Web Visual Code для того, чтобы дебажить Node.js. Максимально удобно работать с Node.js, и у меня были все инструменты Atlas. И вот я про это немножко хочу рассказать, чтобы вы тоже погрузились немножко и отказались немножко где-то от консоли логов бесконечных, особенно на бэкэнде. Особенно в терминалах, чтобы там бесконечно это валится. Это неплохо оперативку выжирает, если что. Вот. Смотрите, тут есть не так много вещей, которые надо знать. Есть стрелочка зеленая, да, которая вызывает дебагинг. Да? Потом у вас появляется вот такая фигура. Ходить вперед-назад, рестартать ваш дебагинг. А он работает через DevTools протокол, так или иначе. DevTools протокол — это вот то, что мы видели в Chrome, вот это вот DevTools toolbar, вот эти все штуки. Они имеют, каждая эта штучка, каждая писюлька, каждый прорисованный графичек в Chrome имеет наружу метод. Да? И вы можете его вызывать удаленно, указывая порт, ну, по сути, все как веб-сервер, висит на каком-то порту, и передаваете команду туда, и получая данные в ответ. То есть, вот все работает через это. И так или иначе, Visual Code позволяет к этому коннектиться. Смотрите, у нас есть переменные, то есть call stack вызывается. Мы можем стартать, дебажить это все. Мы можем ставить точки. Да? Самое главное, что мы можем в наших исходниках, не отходя от кассы, где мы пилим, ставить брейкпоинты и дебажить там же. Это очень важно. Это намного улучшает experience. Не надо писать дебаггер или вот эти все вещи. Брейкпоинт поставь с условием.
и все. И у нас может быть разные конфигурации запуска, да, то есть с разным окружением. То есть мы можем запускать в режиме там продакшена, в режиме там тестов и работать с разными переменными, коннектясь к разным серверам. Это удобно настраивается, вы один раз завезли, и на самом деле в Visual Code, что мне нравится, вы можете конфиг пошарить на всю команду. То есть вы можете завести Visual Code папку, положить туда конфиги, которые в виде JSON, понятные, да, не какой-то там файл, там а-ля не пойми что. И там просто прописать такие конфигурации, настроить окружение для всех разработчиков, если они все пользуются Visual Code. А лучше всего, когда разработчики все сидят в одной среде. Это мега круто. И они этот конфиг подтягивают, у них сразу все режимы включаются, просто они кнопками нажимают, вот как в старые добрые кнопочные времена. Как в WebStorm. И отлаживают. Но самое крутое, что в Visual Code они поддерживают кучу окружений. Вот. И люди уже плюсовый код пишут в Visual Code. Да? Казалось бы, есть куча редакторов. Ну, плюсовый код обычно пишут вообще в текстовых редакторах, самые бородатые. Без подсветок, без всего, просто вот блокнот. Открывают блокнот, реально, я видел это. И сидят в блокноте и пишут. Строки считать. Вот это Да, вот. прикиньте, ни подсветок, ни подсказок, ничего вообще. И он в блокноте пишет, описывается, ошибается, опечатывается. И вот так он сидит, не спеша, Потом фигачит. дебажится 4 часа. И дебажит потом еще пару лет. Вот. А самое важное, насколько вы допускаете ошибки. Если вы допускаете меньше ошибок, а как вы можете допустить меньше ошибок? Если вам среда будет подсказывать, что вы тут ошиблись, вы вот тут ошиблись, вы должны затюнить свой редактор, поставить туда там претер или есть линты. Даже если у вас в проекте это не используется, поставьте себе. Они будут вам говорить, что вы вот тут вот, напечатались. Вы такие, я тут напечатался, я сейчас поправлюсь. Ну и все, это намного лучше. Да, вы можете какой-то код-стайл себе поставить, если у вас на проекте нет код-стайла, и пользоваться им. Вот, и смотрите, тут очень все просто, этот конфиги уже сразу есть подгенеренные, да, если вы не знаете, как это настроить, вы можете нагуглить просто. На гитхабе этих конфигов под все возможные варианты комбинации просто дохрильон. И это самое крутое, потому что редактор open source, и людей, которые им пользуются, просто миллиарды, да, и вы можете подгуглить вот все, что вам нужно, любую проблемку порешать просто за счет комьюнити на гитхабе, в ишьюсах, на Stack Overflow вопросах. И получить правильный конфиг, который позволит редачить. И что вы здесь можете? Смотрите, очень много. Вы можете в зависимости от вашей операционной среды, от ваших каких-то окружений, прокидывать в процессы какие-то переменные. Вам не обязательно настраивать все это в package.json, например, как некоторые любят, там просто миллиард возможных комбинаций всего в package.json вынести, когда ты открываешь вот целый один экран всего в package.json. Это очень сложно понять. Да? То есть я привык, когда там допустимое зло, там, 20, 10, как бы ограниченное количество, не бесконечно. Вот, все остальное можно вынести в вашу среду, в окружение для дебага. И знаете, что крутое? Вы можете оттачиться к разным процессам. То есть, если вы научитесь нормально, например, дебажить Node.js здесь, в среде, то вы точно так же сможете понять, как правильно написать конфиг для запуска, потому что вы можете дебажить и моковские штуки, и какие-то файлики отдельные, и прочее. Вам не надо запускать все приложение, чтобы его отлаживать. Вы можете запустить маленький сэмпл себе написать, который будет вне коммитных файлов, да, то есть вы это не заливаете никуда, вы просто его стартуете, он может у вас вне проекта лежать даже, но ссылаться на ваши сорцы, которые вы пишете, чтобы их просто запустить, поставить брейкпоинт и отладить. Вы также можете JavaScript отлаживать, который идет во фронтенд. Да, то есть я раньше было модно делать отдельный файлик, который назывался там test.js, там crap.js, бла-бла-бла.js, да, где вы просто писали вот просто полотнищем код, который вы хотите написать, просто тупо полотнищем, без каких-то разнесений по файлам, без какой-то нормализации, просто говнокод. И вы в нем просто отлаживали ту комбинацию, которая вас устроит, чтобы не заниматься этой преждевременной разнесением по всему проекту, по размазыванию. Вот, четко решает одну задачу. Решает, угадали, получилось, заработало. Отлично, вы поняли, как этим пользоваться, разнесли, упаковали, залили. То есть это было очень быстро. Вот эта штука позволяет это делать локально в вашей среде. Ну и дальше что? Смотрите, у вас есть variables, у вас есть call stack, console log и прочее. Это очень важно. И важно то, что вы можете открыть браузер на каком-то, если у вас есть отдельный экран, где вы просто все кликаете или какое-то состояние открываете и смотрите, как оно выглядит. И отдельно в вашей режиме отладки смотреть, как что происходит в вашем исходном коде. Это класс. Но это не самое крутое. Самое крутое – это управление брейкпоинтами. То есть, если у вас очень много шагов нужно, чтобы что-то куда-то закинуть, то вы можете все брейкпоинты проставить
и потом отслеживать и делать паузы. И это намного удобнее, чем в Chrome. Это прям реально намного удобнее, потому что у вас все брейкпоинты под рукой. Вот. И они прям в той среде, в которой вы пишете. И опять же, тут есть работа с условием. Вы можете логировать, видите, какие-то штуки. Это прям пипец как круто. То есть вам не надо консоль логи писать. Вы можете поставить какое-то условие в брейкпоинт, которое будет логировать вам значение. И когда вы будете коммитать, эти консоль логи не надо будет выпиливать или там еще что-то. Или как модно сейчас ставить какой-то там префиксер, бабель, еще что-нибудь, который выпилит вам все консоль логи при коммите. Вот, чтобы не было... Ну, понимаете, что если в продакшн улетит консоль логи ваши, то у пользователей будет накапливаться вот этот стек консоль логов, и у них будет течь память, и в то же время будет, ну, как бы, больше батареи высаживаться. То есть тоже недопустимое зло. Если эти консологи еще и с починами, А если еще консоль логи будут огромные, вы будете вываливать туда полпроекта, вот, то это вообще в никакие ворота. Ну, тут, смотрите, с этим мы разобрались. Дальше у нас есть inspection, да, мы всегда видим, откуда эта переменная взялась и кто ее как мутировал, да, в каких JS-файлах. Мы это можем быстро перейти. Мы также можем очень быстро узнать все, где что, как запущено. И видите, у нас есть всегда дополнительные штуки, которых не будет в Chrome. Chrome не знает про ваши исходные файлы. Он может видеть source-мапы, но про исходные файлы он не всегда знает. И вам всегда нужны инструменты, чтобы как-то работать. Да, можно классно все настроить, что у вас там вываливается огромная ошибка где-нибудь на фронтенде, вы куда-то жмете, вас кидает в редактор. Но когда вы изначально в редакторе, вам уже намного комфортнее. У вас не происходит эпилепсия при переключении миллиардов экранов постоянно. Вот, а теперь самое крутое. Смотрите, тут опять же, видите, можно адрес указать, порт. И технически вы можете так дебажить стейджинговый сайт, продакшн сайт, что угодно. Вы сюда указали просто ссылку на ваш сайт где-то там. Если у вас эти порты открыты, или вы как-то можете через VPN к этому подключиться, или SSH, то вы точно так же вот этот конфиг, который у вас был для локальной разработки, можете легко перебросить для отладки какого-то там удаленного кода. Возможно, туда просто сыпется какое-то состояние, которое вы не можете локально обработать. Или у вас упал сайт в какой-то момент, а сайт прямо срочно нужно поднять. Вы зашли, поменяли там код или что-то отдебажили, что-то там. Это намного быстрее. При том, что пользователи могут, например, делать те сценарии, которые вы никогда не придумаете в голове. Да? То есть они просто больные ублюдки. Вот. И давайте немножко еще вот расскажу, которые вещи недавно узнал, и мне они прям впечатлили очень сильно. Вот это вот называется multi-target debugging. Это такая фича, когда вы запускаете, ну, представьте, что сейчас современная разработка, она еще включает в себя там докер, еще что-то. А представьте, что ваша среда знает, что вы будете работать в докере и прочем. И, например, на некоторых проектах еще используют лямбда-функции, еще что-то. Ну, короче, не то, что вы там поднимаете сайтик какой-то и кликаете, или поднимаете бэкэнд и какой-то кликаете, а вы поднимаете сайтик, бэкэнд, какие-то лямбда-функции, какие-то удаленные штуки, и у вас там не одно приложение технически запущено, а 20. И вам надо продебажить вот сценарий, там я кликнул здесь, и вот через 20 приложений данные полетели. Как вы будете отслеживать? Брейкпоинтами, консоль-логами? Ну, вы умрете. Ну, то есть, скорее всего, у вас будет дебака, и отладка занимает просто недели. Вот. И это называется multi-target debugging. Вы просто делаете конфиг, например, под сервер, под клиент, потом вы одновременно их коннектите и говорите, что это один источник. И Visual Studio умеет включиться в мод, когда видит, что у вас две штучки связаны, сервер, клиент, еще что-то там. И он включается в multi-point debugging, когда у него брейкпоинты работают на все приложения. Да, и вы в одной среде можете отлаживать сразу все. И брейкпоинты будут правильно работать, call stack будет сохраняться, да, между всеми приложениями. И как это делается? Ну вот, очень просто. То есть вы опять же пишете конфиг, который не очень сложнее, и пишете compounds, как они связаны между собой. Пум. То есть фича, которая вот доступна в 10 строк кода, которую очень сложно реализовать через что-либо другое. Ну, ее реально сложно реализовать. Вот. И точно так же вы потом можете отлаживать и удаленно. Пум.
То есть вы можете быть как гуру. Но чтобы с этим поиграться, это никак невозможно объяснить на словах. Это просто надо сделать маленький говносайтик на фронтенде, маленький говносайтик на бэкенде, маленькое еще что-нибудь, маленькую лямбда-функцию, придумать что-нибудь, например, подсчет Фибоначчи, и прогнать это через все. То есть на UI мы вывели сам Фибоначчи, на бэкэнде мы там как-то это посчитали и куда-то еще прокинули. И вот как вы это будете дебажить, вы можете отладить свой сценарий в среде. Это вам даст супер-пупер возможности, и когда вы столкнетесь с задачей, которая чуть сложнее, чем можно описать в консоль-логах, вы хотя бы будете знать, куда двигаться, не сядете такие, блядь, очень сложно. И все, и вот так. Ну, многие так садятся, так, типа, я не знаю. У меня нет никаких вариантов в голове. То есть, чтобы были варианты, надо как-то расширять и выходить немножко за рамки привычных консоль-логов. Вот. И я надеюсь, что вы как-то поэкспериментируете с Visual Code в направлении дебагинга. Потому что это даст вам много перформанса. То есть, это сэкономит вам усилий и даст больше комфорт. Я считаю, что просто помимо того, что знать там язык, там, знать какой-то сервис, знать API-шку какого-нибудь, не знаю, файлика, еще нужно развивать код experience, то есть тот опыт, который вы получаете, когда пишете код и отлаживаете код. И он должен быть классный. То есть, чтобы вам было проще и комфортно, вы должны как минимум знать тулинг. Примерно. Не то, что там типа вкачиваться в тулинг, просто хотя бы знать, что он есть. Когда вы знаете, что это что-то есть, вы всегда можете это найти, когда у вас появится проблема. Когда вы не знаете, что это существует, знаете, типа, это вы не знаете, значит, этого не существует. Ну, типа, как придумать самолет? Вот, если вы не знаете, что вообще можно летать, да? Ну, или, типа, есть птицы, да? Никто никогда не летал вокруг вас, вот, вы никогда не видели ни птиц, ничего летающего, ни каких-нибудь змеев. Вы вообще никогда не придумаете, что вообще можно летать, вот. Ну, как бы... Такие вот дела. Ну, на этом, я думаю, все. Я думаю, после этого вы хотя бы поэкспериментируете с этим всем. Ну, или на продакшене. Конечно, на продакшене. То есть, всегда попросите доступ к продакшену, получите все адреса, поставьте там везде брейкпоинты, условия, больше консоль-логов. Напишите, чтобы вам SSH-ключ дал обязательно. Обязательно SSH-ключ, обязательно запостите его куда-нибудь в соцсети. Вот, заходите, друзья, давайте там початимся. Да, кстати, в Visual Code же можно работать параллельно, то есть командой. То есть делать парное программирование. То есть вы удаленно можете подключиться к одному серверу и устроить там такой типа чатик консоль-логами. Типа привет, привет. Прям как в экселевском документе, да? Это круче, чем в экселевском документе. Это прикинь, сколько тебе трудностей надо было преодолеть, чтобы там организовать чат в консоль-логах. То есть, подожди, то есть Visual Code позволяет Парно программировать, да. прям причем удаляться и, ну, на удалении, в общем, хранить в один репозиторий. Да, он позволяет ремоутно работать с одним сорсом, с одним источником кода. Вот. При том, что он еще параллельно позволяет тебе ремоутно дебажить, да, то есть ты можешь указать сорсом не твой локальный файл, а какой-то файл на сервере, и командой подключиться к этому файлу и одновременно с ним что-то делать. Это везде работает. Только в Америке. А, именно connection? Да, потому что... Не, ну всегда же есть VPN. Специально эти зеркала ставили, чтобы обходить. Ну, я думаю, VPN есть. Зеркала. Зеркала. Надо поднять свое зеркало и снифать весь код, который летает там. Знаешь, там разработчики из российского Гугла сидят, там такие ремоутно работают. Ты снифаешь и потихоньку собираешь свой Google такой. Да, хорошая идея для стартапа, и на этом мы завершим. Я думаю, все. В чем пилить стартап? Да.